Всем привет, друзья! Это я, Ростислав Антон. На этой неделе такой выпуск, который просто должен заполнить недели между более серьезными выпусками. Ну и на этот раз я хочу немножко среагировать на то, какие у меня впечатления из моих предыдущих выпусков. Я часто рассказываю о разных народах, о славянском народе, о разных индоевропейских народах, ну и не только индоевропейских. Мы рассказывали также и о венграх, например. И есть одна закономерность, которую я замечаю как в YouTube, и так в немножко меньшей степени вживую, что у очень многих людей есть какое-то желание быть самым древним и самым старшим. К этому вопросу хочу подойти немножко по-философски, потому что действительно, если подойти к этому серьезно, подумал, а в чем преимущество того, что мы старше всех, или что все произошли от нас, как многие хотят? Я не могу думать, что это какое-то здоровое поведение, но сколько бы я этой темой не занимался, исследованием народов я занимаюсь практически всю свою осознанную жизнь, а так более серьезно где-то с конца подросткового возраста. Так я и поступил на историка, изначально на сравнительного славянского языковеда и на теолога. А еще до этого я хотел поступить на этнологию и культурную антропологию, так как меня особенно интересовали человеческие обычаи в такой специальной степени, в особенной степени именно славянские обычаи. Мне было интересно, во что наши предки верили, как они организовывали свой год, какие у них были праздники и так далее, и так далее. Вот. И так мне, как в академической среде, так и вне академической среды, просто в разговорах с людьми, было интересно понаблюдать за этим сначала среди хорватов и сербов, что многие убеждали меня в том, что именно мы, хорваты или именно мы, сербы, самый древний народ в этом мире, что от нас, мол, произошла вся цивилизация, вся письменность, и что другие народы построили какой-то заговор против нас, сожгли все важные документы, источники по нашей истории, и теперь нам весь мир врет. И это я потом увидел и среди некоторых славянцев. Там очень популярно, например, не очень популярно, а в определенных кругах распространена так называемая Венецкая теория. Она заключается в том, что предки славянцев не переехали, не перекочевали никак на просторы современной Словении, а что предки славянцев и есть древние адриатические венеты, и что славянцы испокон веков жили тут, и что вообще больше половины Европы когда-то принадлежала именно венецкому народу. Тут придумали потом искусственный конструкт, так называемый славянецкий народ. С этим встретился у славянцев. С этим вскоре после этого встретился и у хорватов. Даже, может быть, у хорватов встретился с этим раньше, еще в моем детстве, когда у нас была война между хорватами и между сербами. Тогда было очень популярно именно в хорватской печати, даже в некоторых книгах, в некоторых серьезных издательствах, такие книги, которые писали о каких-то древних иранских, афганских хорватах. Это не та серьезная теория о иранском происхождении хорватов или хорватского этнонима, а это какая-то радикальная уже идея о том, что хорваты именно по происхождению из Афганистана. Там даже карты у меня были, я бы сейчас показал, но пока записываю этот выпуск в таких необычных обстоятельствах, поэтому у меня ничего нет. Говорю просто из головы, без сценария. В общем, и там развивалась эта идея, что хорваты сначала перекочевали из Афганистана, потом перешли Кавказ, поселились возле нижнего течения или вдоль нижнего течения Дона, потом стали соседями славян или протославян, потихоньку славянизировались, населили Карпаты, и так вплоть до VII века, когда наконец-то населили территорию современной Хорватии.
принесли государственные формы этим славянам на юге. Вот. И была такая литература, которую я читал, я ее до сих пор помню. Один из авторов — это Младен Лойкич, которые писали в полном серьезе о том, что древние хеты — это хорваты, что царь Давид израильский, что он тоже хорват, и что, следовательно, и сам Иисус Христос хорват. Ну и так далее. Потом я встретился с подобными теориями среди сербов. Там очень известный лжеученый был Jovan Deretić, который тоже также утверждал, что именно на территории Сербии, а если поточнее, из венчанской археологической культуры, которая настоящая археологическая культура, но эта группа лжеученых, они в этом видели начало всемирной цивилизации. И что, мол, все произошло от сербов, что главные боги у них были Сербан и Сербона, и что все народы, по сути, это сербы. И что сербы единственные говорят на натуральном языке, а все остальные испортили этот исконный сербский язык и теперь говорят на языке, на котором мучаются. Я помню, такой пример был про шведов, что было сказано, типа, послушайте вы этих шведов, как они мучаются, когда говорят. Видите, отошли они от нашего исконного языка. Ну вот, вскоре потом познакомился и с македонскими учебниками, даже если не ошибаюсь, в одном университетском, и он у меня имеется тоже. Тоже там раздавался тот миф о том, что мы, македонцы, славянские, на самом деле и не славянские, это все позже пришло, а мы, античные македонцы, те самые от Александра Македонского, испокон веков, Великое Царство, самые влиятельные в этом мире, самые древние и так далее. После этого встретился с болгарскими всякими фантастическими теориями. Мол, мы, болгари, фракийцы, мы самый древний, самый многочисленный народ. Как же вы не понимаете, почему вы все против нас постоянно? Какой там старославянский? Существует только староболгарский, а староболгарский — это есть фракийский. И мы вас всех научили говорить. А мол, до того, как мы вас научили говорить, вы, кто сейчас называетесь славянами, а вас придумала Екатерина II, вы на самом деле раньше гавкали и разговаривали так: «Буба-будака, буба-буба-ба». А потом пришел этот священник фрако-болгарин и научил вот всех славян говорить. Ну, совершенно фантастические идеи. Чуть позже потом познакомился и с тем, как предки украинцев в рамках трипольской культуры выкопали Черное море. И все, что еще такого рода, что вообще древние укры были каким-то великим народом. К моему удивлению, скоро узнал и про этрусков, то есть это русские. Как же, очевидно же, что это русские. И от этрусков произошел Рим, римская цивилизация строилась на этом. Следовательно, все народы произошли от этих этрусков, то есть русских, и вот весь мир такой русский. Ну, такое поведение, такое явление не ограничено только на славян. Среди румынцев я тоже встретился с таким. Это мы, древние даки, мы вам всем дали вот цивилизацию. Пока еще вы, славяне, были обезьянами, там где-то на деревах. У нас уже была цивилизация, и мы воевали против Рима. Вот тоже такие фантастики всякие. Могу сказать, что касается белорусов, тут я не особо силен, поэтому если кто-то знает какие-то такие лженаучные теории в связи с Беларусью, пусть мне скажет. Я узнал, что существует какая-то тоже готская теория, которая не совсем ее можно назвать лженаучной, потому что она имеет место быть. Она использует все-таки некоторые хорошо аргументированные вещи. Я не говорю, что я с ними согласен, а просто, что она, по крайней мере, не пользуется, в того, что я знаю, не пользуется обычными приемами лженауки, о которых я еще расскажу чуть позже. Ну и вот среди поляков я тоже встретился с таким мифом о великом Лихистане, которому, мол, принадлежала половина Европы. И вообще мы остановили Рим, мы тоже построили всю цивилизацию. И у словаков встретился с таким. Мы ниоткуда не пришли, мы, словаки, тут испокон веков. Вообще-то вот мы создали вот это славянское королевство,
Великая Моравия, все славяне произошли от нас. Ведь Нестор Летописец же говорит, что на Дунае была прародина славян, и это как закон, который спустился с неба, истина, которую вещали летописцы повести временных лет, а именно конкретно Нестор. Что касается чехов, тут тоже я немножко не силен, но мне известны эти всякие теории о кельтском происхождении чехов. Вот, и тоже такая же фантазия. Но фантазия о том, что чехи, мол, потомки древних этих кельтов, а что славянский язык, ну вот он, ну, просто вот там как-то оказался. Так что кто знает о других таких уже научных теориях, можете о них писать. Я так представляю, что этот выпуск будет достаточно спорным. Но опять же, я не хочу обидеть никого лично, как человека. Я критикую именно лженаучные теории и подходы, которые характерны для лженауки. Это то, о чем я сейчас говорю, это вообще-то можно было бы подготовить к этому такой достаточно серьезный выпуск, где можно было бы представить конкретные теории, конкретные авторы. Может быть, когда-нибудь в будущем это и сделаю. Но пока скажу только это, что у меня опыт такой есть, и я могу сказать, что даже я как будто я являюсь кем-то, но я тоже когда-то, когда я был еще подростком, я не знал, что такое наука, я не знал, как это работает, какие существуют научные методы в разных науках. И в те времена, это далекий 2006-2007 год, когда я был подростком, когда учился в средней школе, я в интернете собирал всю возможную информацию о славянах. Естественно, все я воспринимал как настоящее, как то, чему можно верить. Прочитал Велесову книгу, тоже думал, что вот это же наша Велесова книга. Ну, в общем, и верил в весь этот бред. И то, что было общее и мне, и что общее вообще другим лженаучным кругам тоже методом, это то, что почему мы не можем лучше знать свою историю? А потому что кто-то нам постоянно пудрит мозги, кто-то на протяжении тысячелетий, какая-то, не знаю, всегда какая-то тайная организация, они прям специально ходят, и именно документы, связанные с нашей историей, они сжигают. И очень часто всякие подделки, которые существуют, как Велесова книга, как-то очень удачно первоисточники прям потерялись. Есть какие-то копии, ну вот это копии, да. Не всегда это случай, но очень часто это есть случай. В общем, всегда кто-то за это платит. И раньше я общался много с людьми, которые верили в это, потому что я надеялся, что я могу чего-то достичь разговором. Но видел, что можно и 2 года общаться, чтобы просто в конце концов быть обвиненным в том, что и я часть той элиты, которые платят какие-то закулисные силы. И так за свою жизнь я услышал уже, что меня платит Москва, Кремль, что мне конкретно Путин платит, мне потом платят в Белграде, мне платят в Ватикане, мне платят в Берлине, в Вене мне платят, американцы мне платят. И я не знаю, кто только, мол, мне не платит за это. Ну, просто нелогично же. И тогда бы продукция, видео, наверное, продукция «Взрыв», производство «Взрыв» на нашем вещальнике была намного лучше. Ну, как бы... Но это не важно в таких разговорах. И очень интересно, что в этом лженаучном подходе или в лженаучных подходах там нет понятия о том, что язык меняется. То есть язык всегда такой, о каком мы говорим сейчас. И заимствования не существует, потому что все происходит только в рамках нашего языка. То есть русский язык можно, допустим, протолковать русским. Говорят русские лжеученые. Славянские говорят, можно славянским. Даже финляндская теория, то есть финская теория существует. Был какой-то, помню, финский лжеученый, который утверждал, что именно финским языком можно, с помощью финского языка можно дешифровывать этот русский алфавит. Потом от тюрок тоже такое слышал. И конкретно турков, что тоже, это же известно, что это древнетурецкий язык, что вот от нас пошла цивилизация.
и так далее, и тому подобное. То есть язык не меняется. Есть логика, как было, так есть, и так будет всегда. Ну, в общем, да. То есть тут очень много таких логических ошибок и предположений, что существует и существовала какая-то всемощная организация на протяжении всех времен, которая постоянно в тайне работает и как-то стирает все, что связано с нашей историей. Причем это не важно, кто это говорит. Наша история — это может быть славянская, может быть русская, может быть испанская. Но всегда так, что мы те, кто правилен, а другие те, кто неправильные, мы те, кто правы, другие те, кто неправы. Мы все делаем так, как делалось всегда, другие все поменяли, ну и тому подобное и так далее. Но я хочу тут еще сказать, что ну, я во что конкретно верил, да, в своих 17 лет, когда начитался всякого бреда, я верил, что славяне вообще не являются индоевропейцами. Я верил, что индоевропейцы и теория об индоевропейцах, что это вообще-то какая-то... что это на самом деле какая-то лженаука, и что это придумали конкретно германцы и другие западные народы, чтобы спрятать исконное происхождение славян. Ну, я почему-то верил, что славяне образовали какой-то пранарод вместе с финскими народами. Ну, не знаю, откуда я это взял, ну, как-то так верил. И там всякие истории писал в связи с этим. Это был бред всякий. Но я из этого как-то вырос. Ну, в общем, да, я верил, что индоевропеистика — это какая-то теория заговора именно против славян. И потом так получилось, что я по Господнему провидению как-то поступил на сравнительное славянское языкознание и на направление теологии. И там на сравнительном славянском языкознании у нас был предмет «Историческая фонетика индоевропейских языков». И там мы сравнивали разные индоевропейские языки, и нас наши профессора учили и показывали нам на примерах, вот как это работает, как мы с помощью самых древних вариантов индоевропейских языков, таких как санскрит или древнеиндийский, затем латынь, древневысоконемецкий, архаический литовский, древнеанглийский, старославянский, как можно реконструировать проиндоевропейский язык. Там еще греческий был, некоторые другие языки. И мне это очень понравилось. Я тогда впервые в жизни, у меня как будто открылись глаза. Вау, это работает! Вау, есть какие-то законы, по которым можно видеть, как язык меняется. И даже не только среди индоевропейских языков, а что касается славянских языков. И мне вдруг все стало, как-то открылось все. Все стал понимать лучше и лучше и лучше. И потом мы учили, как реконструировать, какими методами реконструировать праславянский язык, как сравнивать это с другими европейскими языками. И я вырос из своей лженаучной такой фазы в жизни. Я думаю, что когда человек молодой, или пока, по крайней мере, у него мозг молодой, когда он готов учиться, когда он готов признаться, что он тоже может ошибаться, когда все делается смирением, думаю, что можно как-то все-таки научиться думать логично, всегда себе задавать вопросы, так, чтобы все становилось более понятным. Во время учебы я научился тому, что часто смысл в науке не в том, чтобы найти ответы, а в том, чтобы задавать настоящие вопросы, на которые стоит ответить и на которые возможно ответить, хотя не обязательно, но такие, на которые стоит ответить. И только когда мы можем задавать себе хорошие вопросы, мы можем легче приближаться к истине. И во всем этом видим, я говорю, я православный христианин, и во всем вижу чудесный палец Господний, как все чудесно сделано. Даже языки, какие закономерности существуют, какие законы существуют в языках, как все это прекрасно сделано. И вот тут я влюбился и в изучение языков. Благодаря этим правилам, как мы реконструируем праславянский язык, мне легче удалось изучать другие славянские языки, легче их понимать. Даже когда я, допустим, какой-то славянский язык еще не учил, благодаря этому я понимал, что, ага, если по-хорватски это так, по-русски это так, значит, не знаю, по-словацки это так. И
Во многих случаях это работало. Конечно, там есть еще иностранные слова, которые входят в язык как-то по другим путям, и там немножко сложнее все-таки определить это с какими-то заимствованиями. Но в целом, что касается самого внутреннего развития языка, мы можем предположить, какая там будет правильная форма. Допустим, если я знаю, что по-русски корова и по-хорватски крава, тогда благодаря этим голосовым законам знаю, что по-польски должно быть крова. Или тоже, если знаю, что по-южнославянски врана, по-восточнославянски ворона, автоматически знаю, что в западнославянских языках это врона, да, и, и тому подобное. Этого еще очень много, и много тут всего увлекательного. Я, конечно, даст Бог, постараюсь сделать такие выпуски когда-нибудь в будущем у нас, чтобы поделиться именно вот этими знаниями. Потому что вот это, думаю, богатство, когда человек наполняется такими знаниями, узнает мир, узнает, как чудесно все создано. Не знаю, связано ли это как-то, но вижу, что разные лженаучные идеи приобретают намного больше популярности в тех славянских странах, поскольку у нас вещальник о славянах, на самом деле это не ограничено только на славян, обычно более популярны среди народных масс. Там, где уровень жизни, качество жизни, так сказать, ну, по некоторым параметрам, там, продолжаемость жизни, сколько можно себе позволить и так далее. Там, где хуже, там такие идеи приобретают больше популярности. Потому что, конечно же, сейчас у нас все плохо, но зато наши предки вот всему миру все дали, а мир, сволочь, весь неблагодарен и так далее. Ну, а когда в государстве дела немножко получше обстоят, тогда как будто этими идеями больше интересуются какие-то рубежи общества. Ну, а в целом эти теории, как мне кажется, пока не только теории, пока это мы общаемся, разговариваем с уважением друг к другу, несмотря на то, что мы не согласны, тогда это нормально. Но это очень быстро может перейти за рамки нормального, особенно когда долго общаются эти разные стороны, и как будто никто не может уступить, тогда это может быть плохо. Ну, некоторые люди это не знают, но в режиме одного известного австрийского художника там как раз одна из таких лженаучных теорий царствовала в обществе даже как государственная политика, а именно арийский миф, например. Все остальные во главе с одним избранным народом, конечно, всегда против этих ариев какие-то мифы, какие-то заговоры строили. Ну вот, и, в общем, нашли причину для того, чтобы желать кому-то другому зла. Я это часто вижу даже под своими выпусками. Я, конечно, с этим ничего не сделаю, но занимательно, что у многих людей столько ненависти, непонятной ненависти друг к другу. Мне она непонятна, потому что даже в конце концов, если с эгоистической точки зрения посмотреть на это, то когда человек кого-то ненавидит, то вредит он напрямую этим только себе, своему здоровью, душевному и потом также и физическому здоровью. Я не думаю, что так должно быть. Узнаю за истинные слова Господа Иисуса Христа. «Любите, Господи, Бога своего всем сердцем своим, всей душей своей, всем умом своим и всеми силами своими, а ближнего своего как самого себя». А когда Господу задали вопрос о том, кто его ближний, он им подал пример о милосердном самарянине. Мне кажется, этот пример бы сейчас пригодился между многими славянами, естественно, с таким приспособлением, что хорватам нужно было бы, моим хорватам, я же славянин славянско-хорватского племени, но славянин в первую очередь. Думаю, что среди хорватов должны были бы рассказывать о милосердном сербе, среди сербов о милосердном хорвате, среди русских о милосердном украинце, среди украинцев о милосердном русском, среди поляков о милосердном русском или о милосердном украинце, среди русских и украинцев, среди русских и украинцев о милосердном поляке и так далее. Потому что в каждом народе есть те люди, которые слушаются свою совесть, которые жаждут справедливости,
А есть также те, которые глухие на призывы своей же собственной совести и, к сожалению, которые идут потом по плохому пути. Ну, и это главный такой, главное, что хочу сказать, чтобы осталось с вами. Хотя знаю я, что я никто, я просто маленький ютубер какой-то, я что-то вам тут говорю. Сам я тоже человек грешный, несовершенный. Но не я пример, а Господь Христос. Спасибо всех, Господи. Дорогие друзья, спасибо вам всем, кто смотрит. Спасибо тем, кто нас поддерживает финансово. И еще в конце хочу пригласить всех желающих, кому нравится то, что мы делаем. Все вы можете нас поддержать на Boosty, Patreon и PayPal, или просто написать нам имейл или комментарий в поддержку. От всего этого нам очень приятно, и за все это мы очень благодарны, так как ваша финансовая поддержка в том числе помогает нам и с нашим доходом. Так что, как видите, ни Ватикан нам платит, ни Москва, ни Варшава, ни Вена, ни Будапешт, ни Загреб и ни Белград, а именно вот вы и то, что YouTube AdSense дает. Но мы бы это делали по-любому. Я когда давным-давно открывал этот вещальник, я хотел именно делиться всеми знаниями, которые другие передали мне. Я хотел не оставлять это только себе, потому что как-то моя мысль была такая, она до сих пор такая, что если я выучу что-то и задерживаю это только для себя, ну тогда какая польза в этом? Чтобы что? Эго свое строить или что? Нет, а думаю, что знания, которые получили, мы должны передавать дальше. Спасибо за просмотр. А если вы хотите узнать что-то новое о других европейских народах или что-нибудь еще занимательное, увлекательное на нашем вещальнике, приглашаю вас посмотреть вот этот выпуск.